Всем привет! Меня зовут Вячеслав Перепелица, это мастерская The Armory Smith Workshop. В этом видео я вам расскажу об очередных экспериментах, в которых я постоянно ищу максимально оптимальный доспех для спортивного доспешного боя, скажем так. У нас в нашей мастерской есть разработанный шлем Keshekten. Он разработан специально для ребят, которые дерутся в восточном типе доспеха. Вот такой шлем с козырьком и со скрытой защитой лица, а также с тканью, которая закрывает нижнюю часть шлема. По сути, если посмотреть на Top-Helm Griffon, который очень популярен сейчас среди бойцов, можно проследить определенную закономерность. Людям очень нравится, когда простая железная коробка закрывает их голову, без забрала, без лишних деталей, которые ломаются или которые сложно сделать, которые трудно чинить. По сути, принцип Keshekten этого шлема очень схож. У нас шлем цельный до самого низа, то есть здесь купол продолжается, просто он прикрыт тряпкой. Вот. То есть это как будто бы цельный бацинет, но половина его закрыта, то есть выглядывает такой короткий шлем, который был распространен в регионах Востока, Руси и много-много где еще на самом-то деле. Обычно ребята здесь делали такую решеточку, но мне кажется, что такую решетку или сильно погнут, или же в эти отверстия может залететь узкий топор и так далее, который может травмировать человека в бою. В чем большой минус такого шлема? Большой минус в том, что вот эта тряпочка, она рвется, она задирается, она некрасиво бывает, так вот, бойцы когда борются, ее вот так вот затягивают. Когда оно все рвется, этот шлем превращается просто в что-то страшное. Он и сейчас не супер такой красивый, но многих устраивает. Параллельно с европейским доспехом, мне очень хочется сделать бугурто-оптимизированный доспех для восточных регионов. И я вот попытался создать такой шлем Богатур на базе Keshekten. То есть у нас есть верхняя часть купола, которая выглядывает, которую мы показываем. У нас есть маска, личина забрала, и нижняя часть закрыта кожей. Вот просто наклепанными кожаными детальками. Как бы имитируя такое, что ли, ламелляр или кожаные пластины, которые тоже встречались в шлемах восточного типа. Скажу сразу, что я досконально не изучал, в каком веке это было, в каких регионах точно это было, в каких точно не было именно вот такая похожая кожа. Скажу дальше, что здесь у нас просто то есть кожа приклепана банально заклепками. Скорее всего, там была специальная вязь, то есть на специальном шнурке вываренная кожа, проклеенная, которая оставала крепкой, специальным плетением приплеталась к шлему, наверное, так. Но это все и намного дороже, и будет сыпаться от ударов, будет развязываться, и не так защищает, как все-таки наклепанная кожа на сталь. То есть, если посмотреть с другой стороны, вот, мы опять же получаем цельную коробку, которая защищает череп, защищает основание черепа, это очень важно, и не позволяет проходить ударом в шею. Что до личины, здесь тоже много вопросов с точки зрения историчности, потому что прям точно такой же личины не было. Есть похожие личины, которые найдены в совершенно тоже разных регионах. Есть там в Турции, есть иранские личины, но они мне не очень подходили, потому что у них очень маленькие глазки и очень узкий рот. Хотя, наверное, если взять за основу какую-то личину, которая все-таки была найдена, это будет более правильно. Я на самом деле об этом думаю, и возможно, что именно личина немножечко поменяется здесь. То есть я поговорю с комитетами по историчности на различные чемпионаты. Если они дадут добро, то такие шлемаки будут востребованы на спортивных мероприятиях. Может показаться, что здесь очень мало обзора, но обзора более-менее хватает. Хотя, конечно же, чуть-чуть меньше, чем в Top-Helm, но эта конструкция еще имеет огромный плюс в том, что шлем довольно легкий. Если я не ошибаюсь,
шлем весит 4 килограмма 160 грамм. Топ-хельм обычно весит 4,5-5 килограмм. То есть конструкция получилась легкая. Цена не сильно высокая. То есть обычно, что останавливало, например, даже боцинет Грифон, боцинет с забралом, стоит дороже, чем вот такой шлем с такой личиной. Как мне кажется, вид такого шлема довольно приемлем. То есть он не супер там марсианский, хотя, конечно, довольно выдуманный. Ну, по факту он есть выдуманный. Если у кого-то есть, может быть, рисунки, какие-то манускрипты, где вот изображен воин с личиной похожей, можете прислать, пожалуйста, буду очень благодарен. Единственное, но, конечно, можно включить совсем такого тупого, и эти рисунки, манускрипты, они прорисованы очень грубо. И в те времена, ну, не умели рисовать хорошо, поэтому некоторые лица выглядят именно как вот личина, такая восточного типа лицо, как будто монгольское. И как будто бы оно налеплено. Но на самом деле я, конечно же, понимаю, что это просто тот художник так изображал лица воинов. Главное, что чем я руководствовался тем, что все-таки похожие личины, они все-таки были. Хоть и там в 13-м, хоть в 15-м, хоть в 16 веках, там, конечно, на огромной территории, то есть разброс очень огромный на восточной территории, в Иране, в Турции, там, в Китае, не в Китае, не знаю, ну вот честно, я не силен в матчасти, я не силен в истории, я умею делать хорошие доспехи и стараюсь их стилизировать. Если бы у меня была четко вот база, в которой я мог бы найти вот забрало полностью защищающее лицо, и не надо было бы выдумывать эту вот всю, выдумывать это лицо или выдумывать, как на Кишиптене, вот эти навязанные кольчуги и так далее. Я бы только их бы и делал, поверьте. То есть главное, что соблюден, ну как я думаю, главное, что соблюден принцип. Похожего типа изделия были, и поэтому я вот так его оформил. В общем, если есть ребята, которые разбираются в восточной теме и у которых есть изображения или артефакты, или фотографии какие-то, или упоминания, может быть, даже в письменном виде, что какой-то шлем с личиной где-то был, напишите, пожалуйста, я буду стараться сделать спортивные доспехи максимально близко к истории, так как этого требуют на чемпионатах и на различных фестивалях. Спасибо.